Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие две интересные красивые повязки на голову. Повязки двуцветные с красивым переплетением кос. Будем вязать эту повязку, совмещать две техники вязания спицами. Это интарсия и перекрещивание петель для формирования кос. Повязка вяжется обычной полоской, и с задней стороны выполняется вот такой аккуратный шов. Вяжется узор очень просто. Повязка очень удобная, интересная, красочная, подойдет как взрослым, так и детям. Здесь я связала вот такую узкую повязку на 20 петель, вторую повязку связала на 24 петли, она шириной примерно 7,5 сантиметров. Для вязания повязки я использую вот такой нежный приятный полухлопок. Он очень приятной кожи, от него не чешется лоб. Это у меня пряжа молочный хлопок. Здесь 50% хлопок, 50% микрофибра. Метраж 50 грамм, 100 метров. Спицы номер 4. Как альтернатива данной пряжи может быть вот накка Деним. Это тоже полухлопок. 60% хлопок, 40% акрил. И метраж одинаковый. Здесь моток 100 грамм, в нем 200 метров. То есть ниточки две одинаковые по толщине. И также вам потребуется для вязания, для формирования узора косы дополнительная спица. У меня спица чуть меньше номера, номер 3,5. Начинаю вязать и набираю петли. Набираем петли обычным классическим способом. Одним цветом набираю половину или 12 петель, и вторым цветом тоже набираю 12 петель. Так, 3, 6, 9, 10, 11, 12. И затем беру вторую нить и на эту же спицу вначале делаем петлю начальную. Она тоже считается за петлю, и еще плюс 11 петель набираю. Итак, я набрала 24 петли по 12 петель двумя нитями. И теперь начинаю вязать первый ряд. Смотрите, друзья, первый ряд у нас будет изнаночный ряд. То есть вот здесь вот идет внизу ровненькое переплетение нити, это лицевая сторона. Переворачиваем наизнанку и первый ряд вяжем как изнаночный. И у нас помним, что первые две петли одного цвета и последние две петли второго цвета это кромочные петли. Смотрите, в начале здесь всегда в начале ряда первые две петли снимаю. Здесь в изнаночном ряду мы снимаем, располагая нить впереди петель, и далее начинаю вязать узор резинки 1 на 1. Здесь я начинаю вязать узор резинки с лицевой петли. В изнаночном ряду в изнаночной стороне будет после двух петель идти, с лицевой стороны будет идти изнаночная после двух кромочных. То есть лицевая, далее изнаночную. То есть далее идет чередование: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и еще раз лицевая и последняя изнаночная. Здесь последняя петля у центра, это будет здесь она в изнанке изнаночная, но на лицевой стороне она будет лицевая. Далее смотрите, мы две нити перекрещиваем, так как это идет изнаночный ряд. Располагаем чуть дальше второй нити, вот первую нить, и подхватываем вторую нить. То есть здесь вот так вот впереди работы получается на изнанке идет перекрещивание. И далее начинаем вязать. И начинаем мы вязать с изнаночной петли. То есть мы закончили изнаночной и начинаем изнаночной петли. Здесь подтягиваем первую ниточку. То есть мы провязали изнаночную, далее лицевая.
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И последние 2 петли это кромочные петли. В изнаночном ряду кромочные петли мы провязываем 2 изнаночные. В лицевом ряду последние 2 петли будут 2 лицевых. Провязали мы первый изнаночный ряд, поворачиваем вязание и начинаем второй ряд по лицевой стороне. Здесь немножко я раскручу нити. И мы здесь, смотрите, в начале лицевого ряда первые 2 кромочные снимаем. У нас рабочая нить идет за петлями, чтобы у нас здесь с краю формировался вот такой красивый ровный петельный край. И далее мы вяжем по рисунку, то есть далее у нас идет изнаночная, лицевая по рисунку резинки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и здесь лицевая к центру идет. И смотрите, при перекрещивании нитей в лицевом ряду у нас идет нити всегда за вязанием. То же самое, перекрещиваем нити и подхватываем вторую нить. Начинаем следующие петли, следующий цвет с лицевой, то есть далее по рисунку. Лицевая. Здесь немножко мы подтягиваем первую нить. И далее продолжаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 петли остаются, это 2 кромочных, и в лицевом ряду мы их провязываем 2 лицевых. Все, второй ряд провязан. Далее еще 2 ряда вяжем, можно сказать, точно так же, как первый, второй ряд. Здесь в изнаночном ряду первые 2 петли кромочные снимаем нить впереди. Далее вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот эту вот нить мы переносим вперед, то есть на изнанку. И перекрещиваем со второй нитью. И начинаем с изнаночной. Изнаночная. Здесь немножко далее подтянем вот эту нить, чтобы центральная петля не была слишком свободной. И по рисунку продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И в изнаночном ряду последние 2 петли кромочных провязываем 2 изнаночные. Итак, 4 ряда провязано. Провяжу еще 2 ряда. То же самое. 2 петли снимаю. По рисунку вяжем резинку. До центра. Лицевая здесь в конце одним цветом, и перекрещиваем петли с обратной стороны, то есть с изнанки. Далее второй нитью продолжаем вязать вторую половину петель. Немножко подтягиваем первую нить. И последние 2 петли, 2 лицевых с лицевой стороны. Поворачиваем вязание и провяжем изнаночный ряд. 2 петли снимаем нить впереди. Далее вяжем петли по рисунку резинки до центра. По центру меняем
цвет нити и перекрещиваем нити. И далее начинаем с изнаночной стороны. Здесь мы немножко первую нить тоже подтягиваем. И продолжаем вязать узор резинки. Последние 2 кромочных, 2 изнаночных. И вот смотрите, вот уже видно переплетение нитей по центру. Аккуратно идет смена цвета. Начинаю вязать 6-й ряд, лицевой ряд, и в этом ряду буду делать первое перекрещивание петель. Перекрещивать будем центральные 10 петель, то есть с одной стороны 5 петель одного цвета и с другой стороны 5 петель другого цвета. Но вначале мы провязываем до петель перекрещивания, как обычно, узор резинки. Первые 2 кромочные, далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Осталось 5 петель. Эти 5 петель переснимаем на дополнительную спицу. И эти петли буду оставлять впереди вязания. То есть у нас перекрещивание будет идти в левую сторону. Далее, смотрите, у нас необходимо провязать следующие 5 петель, но используя уже другой цвет. То есть мы тем цветом, который провязаны петли, тем мы продолжаем вязать. И здесь мы нити тоже перекрещиваем. И продолжаем. Здесь лицевой петли вяжем по рисунку строго. 5 петель, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 5 петель провязано. Теперь петли, которые мы снимали на дополнительную спицу, протягиваем к началу вязания, подхватываем нить первого цвета и ей продолжаем вязать. Лицевая по рисунку, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Перекрещивание сделали. Теперь вновь меняем цвет и заканчиваем вязать этот ряд. Изнаночная по рисунку продолжаем вязать, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь кромочные 2 лицевых. Повернули работу. Далее, после перекрещивания, 7-й ряд. 2 петли кромочные снимаем. Далее по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее, смотрите, идет 5 петель нитью другого цвета. Подхватываем и нити тоже здесь мы как бы перекрещиваем. И продолжаем здесь с изнаночной, лицевая. Здесь, видите, немножко нить распустилась, тоже ее подтягиваем. И продолжаем изнаночная, лицевая и изнаночная. Смотрите, здесь вновь меняем цвет, так как мы вяжем по изнанке впереди вязания, меняем цвет и делаем вот такие протяжки. Старайтесь здесь протягивать нить свободно, то есть не затягивайте, не надо вот так вот подтягивать нить, просто делайте здесь свободную протяжку. Начинаем с изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Вновь меняем цвет. Здесь будет еще одна протяжка, тоже протягиваем. Так, вот эту вот предыдущую нить нужно оставить впереди вязания, так как у нас все нити должны оставаться на изнаночной стороне. А здесь мы вяжем изнаночный ряд. И продолжаем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И 2 кромочных остается изнаночная. Поворачиваем вязание. Начинаем вязать лицевой ряд. Первые 2 кромочные, 2 лицевые. Далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
изнаночная. Меняем цвет. Здесь мы меняем цвет, получается, на обратной стороне. И продолжаем по рисунку. Провязали, допустим, лицевая, изнаночная. И здесь немножко подтянули нить, чтобы здесь вот петля не была растянута. И продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Меняем цвет. И идет протяжка у нас с изнанки, так как мы вяжем лицевой ряд. И продолжаем. Здесь свободную делаем протяжку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вновь смена цвета. И тоже с изнанки протяжка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевых. Итак, мы провязали 2 ряда после перекрещивания петель. И повторяем точно так же. Итак, я провязала первую половину косы. И смотрите, каждое перекрещивание буду делать через 8 рядов. То есть ряд с перекрещиванием и еще плюс 7 рядов после перекрещивания. То есть здесь я считаю ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И получается в 8 лицевом ряду делаю новое перекрещивание. И продолжаю вязать узор. 2 петли кромочных снимаю. Далее по узору изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее вот центральные 10 петель перекрещиванием. Снимаю 5 петель вот здесь одного цвета. Также их располагаю впереди. У меня перекрещивания всегда идут в одну сторону. Далее смотрите, так как у нас далее идут петли того же цвета, здесь мы не делаем протяжку, сразу начинаем вязать петли со второй стороны. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И после протягиваем петли к началу вязания с дополнительной спицы и меняем цвет. И здесь уже мы нити с изнанки перекрещиваем. То есть здесь у нас идет свободно, смотрите, протяжка, поэтому мы сильно не затягиваем с той стороны. И продолжаем здесь по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И оставшиеся петли довязываем по рисунку лицевой ряд. И теперь у нас петли также поровну, последние 2 петли кромочные, 2 лицевых. Петли также поровну располагаются с одной и с другой стороны одного и второго цвета. Здесь будет меньше перекрещиваний, то есть мы делаем смену цвета только по центру. И далее после перекрещивания идет изнаночный ряд. Первые 2 петли снимаем. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Продолжаем вязать следующие 5 петель перекрещенных. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь мы делаем смену цвета. То есть мы здесь меняем цвет и нити перекрещиваем только впереди вязания на изнаночной стороне при вязании изнаночного ряда. И сменив цвет, начинаем вязать с изнаночной петли по рисунку. Здесь мы немножко подтягиваем, слишком не затягивайте нить. И продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последние 2 кромочных, 2 изнаночных. Вот. По лицевой стороне это уже второй ряд после перекрещивания, 2 лицевых, и здесь вяжем по рисунку резинки до центра.
И меняем цвет. Здесь меняем на изнанке, перекрещиваем нить, подхватываем второй цвет, провязываем далее лицевая, изнаночная. И здесь предыдущий цвет немножко подтягиваем. И продолжаем. И далее через 7 рядов после перекрещивания в 8 ряду будем делать перекрещивание вот как первый раз. И продолжаем вязать косу. Только здесь после второго еще раз перекрестив, вновь у нас будут идти протяжки при вязании узора косы. Итак, мы вяжем такую полоску с узором косы на нужную длину. Для повязки это у вас будет обхват головы минус несколько сантиметров на облегание. Если вы хотите свободно, то просто вяжите на обхват головы полоску с узором косы. Итак, дорогие рукодельницы, я связала полоску для второй повязки. Как я и говорила, она чуть шире, буквально на 1 сантиметр. Полоска шириной 7,5 сантиметров. Предыдущая полоска у меня на 6 сантиметров. И теперь мне необходимо полоску сшить. Смотрите, в длину полоска должна быть обхват, размер вашей головы, обхват головы минус несколько сантиметров для облегания. Если хотите свободной, чтобы полоска была, то по обхвату головы вяжите длину. Если вы хотите, чтобы она немножко облегала голову, то на несколько сантиметров меньше. И в конце здесь я закрываю петли обычным способом. И вначале мы закрываем петли вот одной нитью, вторую половину мы закрываем, уже используя нить второго цвета. Закрыв петли до центра, далее при закрытии петель использую вторую нить. То есть провязываю лицевой, перекидываю предыдущую петлю, провязываю, перекидываю. Итак, закрываю все петли, а нить обрезаю, оставив хвостик для сшивания, небольшой хвостик. Дорогие рукодельницы, и сейчас я вам покажу, как выполняю шов по задней части повязки. Я здесь сшиваю, соединяя лицевые петли резинки. Мне кажется, шов выглядит так более незаметно. И вот здесь половину я уже выполнила шов. Шов я делаю с помощью крючка по лицевой стороне. И вначале по дорожке лицевых петель за одну полупетлю протягиваю хвостик. Затем с лицевой стороны, вот, допустим, за другую полупетлю протягиваю хвостик. Это как начало. И здесь за вторую полупетлю мне тоже нужно протянуть. Далее, смотрите, мы здесь вкалываем крючок вот за полупетлю следующей дорожки лицевых петель и вторую полупетлю первой дорожки. И через 2 полупетли протягиваем хвостик. А здесь внизу теперь второй стежок, то же самое за первую полупетлю второй дорожки и за предыдущую полупетлю. И протягиваем нить. И немножко подтягиваем, конечно же, эти стежки. И так продолжаем за 2 полупетли первой и второй дорожки лицевых петель резинки. И на обратной стороне то же самое. И вот таким образом выполняю шов по резинке. Конечно же, вы можете любым другим способом сшить или даже здесь сделать резиночку или какую-то пуговку или завязки, чтобы вам было удобнее использовать эту повязку. И вот так вот смотрится соединение.